Эта мразь может снести твой басос за считанные секунды просто потому, что ты маленький, слабый и в принципе не нравишься ей. Она не true. А это обычные добряки, им без разницы, кто ты такой, всегда рады твоему визиту и вообще они true. Хотя это мотылек и это мотылек. Почему тогда такое различие? Причем разница даже не в том, что одни добрые, а другие злые, Хотя да, вопрос больше, почему лучезарность по сравнению с остальными NPC антагонист. Но раз ты пришел сюда за контентом, ты все узнаешь в процессе видео. И сегодня я раскрою больше, чем ты знал об этой игре. А именно, кто такие призраки, что не вошло в релиз и как мотыльки из всемогущих превратились в бомжей. Привет, мазохисты, меня зовут Лотос, а это мой канал, где я делюсь с вами моими идеями и стараюсь сделать неплохой контент. Если тебе интересно быть со мной на связи, то заходи в телеграм-канал, где я кидаю новости, а также недавно там появился общий чат, куда я кидаю все свои арты от подписчиков. Там уже есть крутой Лотос, кривой Лотос, хорни Лотос. В общем, все ссылки в описании, подписывайтесь. Hollow Knight хоть и вышла почти 7 лет назад, но обзоров на ютубе по сравнению с той же Террарией не так много. Будто из-за хардкорности игроки банально ломали клавиатуру и удаляли игру. Как много контента упустил этот парень. Ведь по сравнению с той же Террарией или Dead Cells, историю можно найти даже в этой палке. Но о ней как-нибудь в другой раз. Ну а если я вам скажу, что здесь есть призраки? Да, это куда интересней. Привидения нельзя встретить просто так, или же в начале игры. Они начнут появляться после того, как мы найдем гвоздь грез, с помощью которого можно читать мысли и, по всей видимости, видеть паранормальных сущностей. Кратко, что сказано о привидениях, что это останки от умерших жуков, принявших визуальный образ. Но я покопался чуть больше и нашел, что на самом деле это грезы, которые принимают вид умерших, а точнее их воспоминаний. По своему характеру призраки крайне выебисты и по факту единственную пользу, которую могут принести, это атмосфера игры, о чем также сказано на вики Hollow Knight, и души в размере от 1 или от 50 до 100 штук. В том случае, если вы решили не просто ударить их гвоздем грез, а сразиться. Хотя не со всеми тут можно драться. Кстати, почти все призраки, которые находятся в игре, были созданы фанатами, ибо раньше желающие могли задонить на Kickstarter какие-то там $150 и придумать собственного призрака, которого добавили бы в игру. Самыми запоминающимися привидениями можно назвать это Мариса, появляющаяся в Доме наслаждений на своей сцене, Ксера, находящийся в землях упокоения и один из первых духов, с которыми мы сможем сразиться, и Могильщик, который мог появиться просто так в Грязьмуте, возмутиться нашей невозмущенностью, а после получить знатного гвоздя. И вот еще ряд других привидений. Помимо факта, что создатели призраков и есть некоторые фанаты игры, небольшая часть привидений носит их имена. Вот пример. Волди от Дэвида Волди, Мариса от Марисы Брайс, Карина от Карины Вебер, Грохок от Джорджа Рохок, и просто буквы поменяли, и так далее. Интересно, что не все призраки называются призраками, и тут есть некие призраки воинов, и их основная задача это сражаться с нами. По сути, их название это павшие воины или же воины грез, и если обычные призраки просто как бы существуют, то эти могут дать по лицу. Всего их 7. Ксера, Горб, Старейшина, Ху, Гальен, Маркот, Марму и Незрячая. И, блять, как же не без доната. Призраков воинов, как и обычных, можно было создать за деньги, но уже заплатив за них $200. Неудивительно, что их всего 7. Но зато именно они приносят больше контента, потому что имея гвоздь грез, но не имея призраков, было бы не так интересно проходить игру. К тому же, забыл сказать, что после получения гвоздя грез мы сможем купить у Зельды значок местоположения всех 7 воинов. А напоследок, вот немного информации о некоторых призраках. Призрак Горб должен был выглядеть как слизняк с лезвием во рту, а в некоторых файлах Горб записан как Аладар в честь его создателя Бакера. Раньше фразы Горба были другие и звучали более мудро. «Приветствую тебя, бледное создание, ишь ли ты моих знаний, я не могу дать тебе их, лишь кончину. Примешь ли ты такой конец? Увы, это разрушает». Призрак Ксера говорит, что он надеялся на то, что сила даст ему свободу, а также упоминает о чуме в его снах. Это может намекать на то, что восстание против Бледного Короля было организовано лучезарностью, которая затуманила разум самого Ксера, предлагая небывалую силу взамен на собственную волю. До версии 1.028 надгробная надпись звучала иначе: «Здесь лежит предатель». Впрочем, в некоторых переводах сохранилась именно эта фраза, а не нынешняя. Старейшина Ху, странствуя, просто убивал всех зараженных, но когда наткнулся на деревню богомолов, умер от их же рук, посчитав, что в деревне есть зараженные, хотя богомолы одни из тех, кто не поддались лучезарности.
Призрак Гальен погиб в глубинном гнезде, но не понимает этого и принимает свой труп за другого жука. Гальен — единственный воин грез, который контролирует и использует физическое оружие. Из-за ошибки детеныши от амулета Пылающего Чрева не атакуют Гальена. В то время как у духа и трупа Гальена есть трещина на лице, трещин на теле есть только у его духа. Является ли это намеренным, неизвестно. Призрак Маркот являлся одним из немногих членов миролюбивого племени мотыльков, которые брали за оружие. Чертополох, находящийся в Долине Духов, упоминает одного странствующего мотылька, который отправился на край света. Вероятно, он говорил о Маркоте, так как герой встречается с воином грез именно на краю королевства. Маркот утверждает, что он никогда не был побежден в бою, так что он мог умереть от старости или болезни. Однако вполне возможно, что его призрак просто не помнит о своем поражении и гибели. Щит, который использует Маркот, похож на щит, который рыцарь получает от амулета Щит Грез. Надпись на тотеме говорит о том, что призрак Марму была неким стражем садов, которая терпеливо ждала свою госпожу, чтобы та научила ее летать. За основу внешности Марму взята гусеница Большой Гарпии. Фраза Марму про то, что белая леди научит ее летать, также намекает на превращение гусеницу в бабочку. Марму сокращенно от греческого слова, я не знаю, как это прочитать, которое переводится как «маленький жук». Зара Пеллен, мать Улина Пеллена, одного из разработчиков игры, сама, будучи гречанкой, дала воину грез имя с греческими корнями. В отличие от всех воинов грез, при бое с призраком незрячий у нас не играет музыка. Точнее играет, но немного жуткая. Сама незрячая напевает колыбельную во время всего боя. А почему, лучше вам не знать. Предыстория незрячей была изменена, так как изначальный вариант показался разработчикам слишком ужасным. Но я смог найти информацию с Reddit от создателя этого персонажа. Видеть, как много людей думает, что отсутствие глаз это жутко, и задаваться вопросом, в чем заключается ее сделка, это самое лучшее. Я разработал ее, я поддержал Hollow Knight как Kickstarter, и создание босса было частью этого. Разработчики игр в итоге позвонили мне, чтобы я смягчил ее тон, потому что она их пугала. Ее текущая версия в игре более холодная. Она была далеко в боевом походе, когда разгорелась чума. Когда она вернулась, все уже погрузилось в хаос. Но она не собиралась оставлять своих детей, поэтому вместе с ними отправилась вниз, чтобы отвезти их в безопасное место. Но они уже были поражены чумой, окружили ее и напали. Она не могла заставить себя сражаться с ними, так что вырвала себе глаза, чтобы не видеть, как они подходят к ней. Она пела колыбельную, когда они убивали ее. Изначально бой состоял из 3 волн детей, которые должны были своим роем окружать игрока, а в это время незрячая летала сверху и пела. Колыбельная давала подсказки, откуда придет следующая волна. Чтобы победить, надо было выжить. Всему этому автору разработчики подарили зловещую акварель и, по-видимому, арт. Не знаю, как точно перевести этот текст, но сам факт, что ему что-то подарили, круто. В любом случае, арт и ссылка на оригинальный пост будет находиться в моем телеграме. На этом большая часть информации о призраках заканчивается. И погодите, вы заметили? Кроме жуткой истории о незрячей, на протяжении всей игры идет упоминание мотыльков, именно из-за которых все и произошло. Одни делали зло, другие наоборот пытались противостоять ему, но судя по Маркоту, который, напомню, был мотыльком, ничего не изменилось. Так почему же в игре идет прям такое жесткое распределение мотыльков, что одни всемогущие боги, а другие жалкие букашки? Лучезарность – высшее существо света, похожего на сущность, но гораздо ярче, также является прародителем рода мотыльков, который почитал свою создательницу. Появившийся в Hollow Knight бледный король даровал разум своим подданным, и в какой-то момент к новому монарху примкнули и мотыльки, тем самым придав лучезарность. Она была почти что забыта, но воспоминания о божестве еще не стерлись с земель королевства. Вскоре все жуки начали грезить о забытом свете, который отнимал у них рассудок и подчинял воле лучезарности. Жуки пытались воспротивиться свету, но чем усерднее было сопротивление, тем эффективнее свет искажал разум. Бледный король, озабоченный страшной угрозой, решил запечатать лучезарность раз и навсегда. Для этой цели он начал создавать сосуды, существ, способных заточить в себе чуму. Для создания сосудов, помимо совместных усилий черва и корня, использовалась пустота. Идеально для этой задачи сосуд должен был обладать полным отсутствием воли и разума, дабы лучезарность не смогла воспользоваться его недостатками. После многих тысяч попыток на вершину бездны забрался чистый сосуд, которого затащили в черное яйцо. Идеальность избранного, как бы то ни было, была поколеблена. Лучезарность в конце концов смогла уничтожить всех жуков, некогда подчинявшихся бледному королю, который сбежал во время второго нашествия чумы. Итак,
Как мы знаем, знали и поняли, король хотел править один, поэтому вина за массовый геноцид и его вина. Хотя также он даровал остальным волю разума, за что как бы спасибо. Древние мотыльки одни из первых, как и лучезарность, умели ткать грезы, а также имели специальное орудие, позволяющее отделять грезы от яви, и его название «Гвоздь грез». Не зря мы находим этот гвоздь у провидицы, ведь именно она является самым последним живым последователем древнего племени мотыльков. Только мотыльки имели этот артефакт и умели проникать в сознание живых и умерших. Ну а еще племя мотыльков, несмотря на их совокупность и то, чем они занимались, были миролюбивы и никогда не брались за оружие. И только чертополох и Маркот, которых можно встретить в качестве призраков, были исключением, ибо они решили идти по миру со своим гвоздем. А стоило ли вообще им это делать? Судя по диалогам с провидицей, вероятно, мотыльки были не бездушными существами, которые были объединены в единый разум. Возможно, лучезарность не стала порабощать их разум из-за того, что племя почитало ее. И ведь, блять, пришел король и все заруинил. Напомню, что мотыльки являются именно теми, кто построил все статуи с самими мотыльками, а также лучезарностью. Вот, например, в Долине Духов находится скрытая подлокация, попасть в которую можно, если поразить гвоздем грез самый большую статую мотылька – голову. Подлокация является большим зданием, где находятся все сообщения бакеров с Кикстартера, которые снаружи охраняет мотылек. А сам этот мотылек, кстати, по некоторым предположениям, является еще одним из племени мотыльков. Но это лишь теория. Так вот, как итог. Все жили как жили, были-любили. Пришел король, сказал: не хочу я править с этой мохнаткой, и вместе с ней уничтожил половину своего народа, детей и древнее племя бедных мотыльков, которым по сути затуманил разум со своим правлением. Сам сдох, разозлил лучезарность и оставил это разгребать остальным сосудам, подобным нам. Вместе с тем, из-за смены крыши, два мотылька или может больше, которые не исключено, что были когда-то очень добрыми, взяли за оружие и в конечном итоге тоже погибли. Оставшиеся мотыльки, как провидица, остались вообще ебаными лохами, и если раньше правили рядом со своей королевой, то теперь прячутся в пещерах и отдают последнее, что у них осталось от того времени. В общем, король хуесос, а такое жестокое разделение мотыльков из-за предательства лучезарности. Не один я говорил и показывал, что не добавили в игру. Но до этого эпизода видео, я думал, вы узнали уже больше, что у Горба был совсем другое изображение, которому он должен был соответствовать. Измененную историю незрячий, в итоге у которой канон является все равно вервиглазный конец. Но еще я поведал вам о том, что разбросано по всей игре, вики и другим сайтам, или же древнее племя мотыльков. Хотя это не входит в то, что не добавили разработчики, а просто как факты в заключение. Сейчас расскажу вам 5 вещей, которые не добавили в Hollow Knight. А знаете вы это или нет, мне пофиг. В игре должна была быть еще одна локация, напоминающая печь или вулкан, имеющая название Лес Костей. Биом был полностью сделан из костей, где сверху капала лава, а судя по предисловию, здесь должно было быть больше секретов, чем в какой-либо еще локации. Жаль, не добавили. Муравьи были врагами, которые планировались в районе Костяного леса. Поскольку эта область не попала в игру, муравьи также не были включены, но похоже они вернутся в Hollow Knight Silksong. Как сейчас, Гвоздь грез не просто показывал мысли и призраков, а позволял проникать в сознание остальных. То есть у каждого существа были свои локации, а у нас возможность устранения противника и раскрытия новых тайн. Мы потеряли один классный амулет, а именно амулет Мстительный Рой, выпускающий после урона ПГГ детенышей атакующих врагов. И считается, что это ранняя версия колючек и пылающего чрева. А еще вот ряд амулетов, не имеющих имени и способностей. В игре должна была быть новая опция плавания, благодаря которой, возможно, мы бы не просто барахтались в воде, а могли бы нырять. И, судя по скриншоту, биом сильно напоминает локацию Ун. В игре есть еще масса нереализованного контента. Вот, например, жук неуклюжий обелиск. А вот зарисовки в скетчбуке Ари Гибсон. Если вам будет интересно рассмотреть их, я оставлю все скетчи и гифку жука в своем телеграме. На этом я заканчиваю, все полезные ссылки прикреплены в описании под видео. Также смотрите остальные каналы, которые есть в моих подписках и ссылках. Всем пока!